Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я пеку роскошный, пуховый, можно сказать, кулич-казанак. Необыкновенно легкий, с очень красивым разрезом. Я думаю, что многие знают, что казанак – это традиционный румынский молдавский пасхальный пирог из дрожжевого сдобного теста, очень воздушный, с необыкновенно красивым разрезом. И выпекается он именно продолговатым в прямоугольной форме в виде такой косички, заплетенной из двух полосок. Пышный такой очень. Но в нашей традиции, когда мы привыкли, что пасхальный кулич должен быть все-таки круглым, и тогда мы воспринимаем это именно как кулич, потому что что-то продолговатое мы воспринимаем больше как такой повседневный пирог дрожжевой или плетенку. Поэтому в этом видео с благодарностью румынскому молдавскому народу я адаптировала эту выпечку под нашу круглую традиционную форму кулича. Но вкус будет именно румынского молдавского казанака. Также есть болгарский казунак, но мы будем печь по принципу козонака. Покажу правильные граммовки, сколько распределить тесто. Тесто очень легкое, тающее во рту буквально получается. Так кулич выглядит сразу после выпечки. Готовится из самых простых и доступных продуктов. Получается всегда, все покажу и расскажу в этом видео. Итак, сейчас разделяем 6 яиц на желтки и белки. Здесь я покажу порцию на килограмм муки. Для теста нам понадобится 6 желтков и 6 белков нам понадобится для начинки. Отставлю пока в сторону и хотела пару слов сказать про муку. Муку здесь лучше всего брать более сильную. То есть я здесь буду брать муку с содержанием белка 12,5 грамм. И мука у меня будет совершенно разная, даже с таким содержанием белка. Вообще для этой выпечки, чем сильнее мука, тем лучше. Я люблю брать для такой именно выпечки вот итальянскую муку для пиццы. Это неаполитанская стандартная мука. Она имеет номер 0 в Италии. И эта мука очень сильная. И она требует всегда чуть больше жидкости, чем обычная мука с этим же содержанием белка. И я этой муки буду использовать килограмм. А вот следующей муки я буду использовать на это же количество жидкости 1 килограмм 100 грамм. Хотя содержание белка хорошая и у той муки. Если вы будете использовать муку для пиццы, можно ее брать для этой выпечки. Ее нужно брать именно килограмм. Просто имейте это в виду. Если у вас нет сильной муки, то берите обычную муку на это же количество продуктов 1 килограмм 100 грамм. Я вам все это напишу в описании к данному видео. Итак, сейчас килограмм вот этой сильной муки для пиццы я просеиваю в дежу миксера. Туда же я просеиваю половину чайной ложки куркумы, просто для цвета. Вы можете этого не делать. Также я туда добавляю 14 грамм сухих дрожжей быстродействующих, или же можно брать 42 грамма свежих прессованных дрожжей. Я думаю, что это и понятно, что дрожжи нужно использовать с хорошим сроком годности, чтобы у вас сразу все получилось. Добавляю туда 12 грамм соли, 280 грамм сахара. Сахара можно брать чуть больше, чуть меньше, но я считаю, что это оптимальнейшее количество. Перемешиваю сейчас в тестомесе все сухие ингредиенты и вливаю туда 600 мл теплого молока. Молоко должно быть не более 40 градусов Цельсия, но и не менее 30. Здесь очень важно, опять же, если у вас обычная мука, на это количество молока следует брать 1 килограмм 100 грамм муки. Вот это, пожалуйста, заметьте себе. Итак, перемешала сейчас с молоком. Добавляю туда также еще пакетик ванильного сахара, 80 грамм растительного масла без запаха. Добавляю все желтки в тесто. Если вы не уверены в качестве своих дрожжей, сначала сделайте небольшую опару. Возьмите 200 грамм из общего количества молока, добавьте туда ваши дрожжи, добавьте 1 столовую ложку сахара, 2 столовые ложки муки и посмотрите, как будет подниматься эта масса. Если масса работает, если дрожжи вступили в работу, тогда вы можете спокойно делать дальше. Итак, тесто я замешиваю 10 минут на 4 скорости из 6. У меня прошло 10 минут. Тесто уже хорошо тянется, оно уже эластичное, видите? То есть оно уже не рвется особо. И я добавляю сейчас туда 120 грамм растопленного сливочного масла. Оно не должно быть горячим. И добавляю на этом же этапе ромовый ароматизатор. Вы можете этого не добавлять, и на этом же этапе вы можете ввести туда цедру. По традиции туда также добавляется цедра апельсина, лимона, все, что вам нравится. Я не добавляю, я добавляю ромовый ароматизатор.
И сейчас я вымешиваю еще 5 минут это тесто, сначала на медленных оборотах и потом также на 4 скорости из 6. 5 минут повымешивала это тесто, оно уже хорошо объединяется в комок. И сейчас спустя 15 минут общего замеса я добавляю туда 20 мл рома. Ром я добавляю именно для того, чтобы была хорошая колеровка потом у изделия сверху, и чтобы такое нежнейшее изделие все-таки лучше держало свою корочку. Вот имело вот эту красивую очень корочку. Вот это очень важно. Глютен уже развился, поэтому ром на него уже никак не повлияет, и я его добавляю в конце. Еще 2 минуты я замешиваю с ромом, тоже на 4 скорости из 6, то есть в общей сложности я замешивала это тесто 17 минут. Это вот в моем тестомесе. Тестомес у меня 700 Вт. Все, тесто готово, оно будет такое слегка липковатое, это нормально. Когда мы его уже растягиваем, оно не рвется, оно особо так не липнет к рукам, то есть оно стекает плавной нитью. Сейчас я его перекладываю в ту миску, где оно у меня будет подниматься в 2 раза минимум. То есть это пройдет у меня где-то 1 час 10 минут при моей температуре в кухне, оно уже не рвется, это тесто. Миску слегка смазала здесь я растительным маслом без запаха. Тесто вот такое красивейшее. Оно уже такое очень податливое, очень хорошее тесто. Убираю сейчас его на расстойку. И сразу же я буду замешивать 2-ю порцию теста из этого же количества ингредиентов, но вот с этой мукой, которая тоже имеет 12,4 белка, но она гораздо слабее, эта мука. И я туда добавлю не килограмм, а 1 килограмм 100 грамм муки. Я не буду больше показывать этот замес. Просто обратите внимание, что если у вас мука обычная, не для пиццы, и если вы не знаете, что она у вас такая очень сильная и берет очень много жидкости, смело на это количество, на 600 мл молока добавляйте 1 килограмм 100 грамм муки. Итак, вот это 2-е тесто у меня тоже уже практически поднялось. Первое мое тесто, которое я при вас замешивала, уже очень хорошо поднялось. Я его сейчас обминаю и сразу же буду его разделывать на части. Для каждого кулича я буду брать тесто примерно 400 грамм. Я эти куличи буду выпекать в больших формах сегодня, по 13,5 сантиметров. То есть тесто это настолько воздушное, что на такую большую форму 13,5 сантиметров в диаметре требуется всего лишь 400 грамм этого теста. Итак, сделала ему обминку, разделяю сейчас на весах на части. Всего в общей сложности я выпеку 11 больших куличей и небольшую такую булочку. То есть вот из этого количества теста будет много куличей больших. Вообще казанак, он такой очень пышный пирог, поэтому куличи у нас будут пышные. 2-е тесто я тоже беру сразу в работу, вот эту 2-ю порцию теста. Часть теста я сейчас убираю со стола, естественно, здесь у меня камера, чтобы вам не мешать смотреть это все. Убираю, накрыв пленкой, и готовлю начинку. Здесь у меня 6 белков. Добавляю туда 16 грамм ванильного сахара. Повзбивала до состояния пены и ввожу туда сейчас плавно 200 грамм сахара. Яйца у меня, кстати, я забыла сказать, крупные. Вот для этого рецепта я беру размер L в Германии яйца, то есть отборной категории. И белков у меня примерно 200 грамм от 6 яиц. 200 грамм сахара на 200 грамм белка. Здесь очень удобно запомнить. Взбиваю сейчас минуты 3. Дольше взбивать здесь не имеет смысла, когда уже такая пышная меренга, она держит пики, но они такие подрагивающие. Это нормально. Я добавляю туда сейчас 200 грамм миндаля, 150 грамм молотого фундука и 3 столовые ложки какао-порошка с горкой. И все это перемешиваю. По традиции добавляются грецкие орехи. Но я добавляю сегодня эти орехи, очень вкусно получается. И здесь, внимание, вот эта масса, по идее, рассчитана только на 1 килограмм муки, то есть на пол вот этой всей порции теста, которую я сейчас буду выпекать. Но я буду использовать для всей порции теста вот эту начинку на 6 белков. Вы же можете использовать на 12 белков, которые у нас остались, и тогда у вас больше вот этого фигурного украшения будет внутри в начинке. Я думаю, что я понятно объяснила. Но тогда тесто будет подниматься медленнее, начинка будет тяжелее,
и работы с ней больше там, потому что нам придется закручивать много тоненьких тогда трубочек. Но самое главное, по вкусу я считаю, что для кулича вот этой начинки, вот этого количества начинки на 6 белков и, соответственно, количество орехов, этого уже вполне достаточно. Сейчас я разделяю вот этот вот порционный кусочек теста, который я уже заранее отмерила, на 3 примерно равные части. 2 части я раскатываю в такие тонкие пласты. Я их буду наполнять сейчас начинкой. Это сделать очень важно. Чем тоньше вы раскатаете и чем больше у вас будет вот этих вот заворотов у этой начинки, тем красивее будет у вас разрез. Здесь уже по ситуации выкладываете столько начинки, сколько вам нравится. Я выкладываю примерно 1 столовую ложку вот на эту порцию теста. Закручиваю просто в трубочку. Со всех сторон у этой трубочки нужно оставлять незаполненное начинкой место, чтобы работалось нам чисто и красиво, чтобы это все было. И вот таким образом я сейчас буду формовать все свои куличики. То есть надеюсь, что я понятно объяснила. Чтобы было еще больше этих завитков в начинке, тогда следует брать еще на 6 белков больше. И, соответственно, и орехов больше, и какао больше. И тогда у вас вся эта начинка будет очень фигурная. Итак, сейчас делаем вот эту традиционную косичку для казанака. Но мы ее будем скручивать как бы для кулича. Вот сейчас я покажу вам, как если ее поставить вертикально, она потом будет очень плохо держать форму в самом куличе. Вот этой третьей частью теста я как бы накрываю всю эту косичку, и она будет как бы фиксировать всю эту косичку. И выкладываю уже в форму. И видите, как она плохо лежит. Я вам специально показываю здесь, что она не будет так лежать, как нам нужно. То есть она должна полностью заполнить собой все дно. Но при такой формовке, когда мы вертикально ее поставили, как в классическом казанаке, она не будет заполнять нам все дно. Вот это круглое дно я имею в виду. Продолговатое, да, но не круглое. И сейчас я вам показываю ту формовку, которая нам подходит под круглую форму. Мы ее должны будем расплющить. Она так будет очень податливой. И чем больше заворотов вы сделаете вот сейчас вот в каждой вот этой трубочке, тем фигурнее тоже будет ваша начинка. То есть чем тоньше вы раскатаете вот этот вот сейчас пласт теста, тем более красивой будет ваша начинка в разрезе. Накрываем сейчас вот этой третьей частью теста. Зачем нужна эта третья часть? Она просто здесь как бы сдерживающий элемент, потому что если сделать просто вот эту булочку фигурную, она у нас очень хаотично будет подниматься, и это уже будет не кулич на вид, это будет даже не краффин. Все эти начинки внутри полопаются, потому что подниматься будет очень быстро. Все-таки вот эта сверху третья часть теста, она очень сильно сдерживает вот это неровное, неравномерное поднятие. Вот так вот я ее хорошо фиксирую снизу, расплющиваю ее в булочку, и у нас получается полностью закрытое все дно у нашей широкой формы. Вы видите, как это удобно, и поднимутся прекрасные у нас казанаки в круглой форме. Итак, сейчас я убираю 6 этих куличей на расстойку. Примерно они у меня будут расстаиваться около 40 минут под лампочкой 30 градусов в духовке. Накрываю пленкой и обязательно убираю. И уже теперь из второй части теста, то есть которую я замешивала уже за кадром, я буду формовать следующие мои куличи. Во второй части моих куличей я буду использовать еще в начинку цукаты цитрусовые. Вы можете использовать и лукум туда, все, что вам нравится. Также можете, как я уже сказала, натирать цедру и от апельсина, и от лимона, все как вы хотите. Куркума здесь, хотела вам сказать, что не дает абсолютно никакого привкуса во вкусе. Видите, расплющиваю эту косичку, накрываю ее вот этим слоем теста, то есть третьей частью теста, и у нас получается прекрасная булочка, которая равномерно потом поднимется в форме именно нашего привычного кулича. Потому что казанак, по традиции, он выпекается вот именно вот этой спиралью очень красивой. Но нам в куличе она как бы и не нужна, эта спираль. И видите, все дно формы должно у вас быть заполнено тестом. И тогда у вас будет идеальная форма у кулича. Вот это очень важно здесь. Первое тесто у меня уже подошло. Я убираю его сейчас выпекаться.
Говорю заранее, при температуре 180 градусов Цельсия, на режиме вверх-вниз, без конвекции, первые 40 минут. Я пеку, и когда у меня уже сильно подзолотилась верхушечка, я накрываю фольгой. Когда прошло у меня 40 минут без конвекции, еще 10 минут я допекаю с конвекцией, тоже при 180 градусах Цельсия, именно чтобы подзолотились бока при накрытой верхушке. Это очень важно, потому что вот эти вот бока у такого нежного пухового теста, они у вас будут очень светлые и мягкие. Вот этого допускать нельзя. Поэтому я допекаю обязательно с конвекцией. Сейчас убираю выпекаться. Вот так они у меня хорошо разошлись. То есть в общей сложности я выпекаю 50 минут. Эти куличи. Вот такие пышные они получились. Конечно же, где-то они порвались. Но это казанак. Он, когда выпекается в своей форме, он тоже очень хорошо раздается. Мы будем покрывать глазурью, все эти неровности потом сгладятся, все будет очень достойно и красиво. Вот сейчас буду разламывать перед вами прям только что испеченный кулич. Кулич, конечно, пуховый, он очень-очень мягкий, он мега волокнистый, необыкновенно просто вкусный. Начинки, на мой взгляд, здесь оптимальнейшее количество, потому что у нас все-таки это кулич, потому что он не должен быть вот такой вот перенасыщенной ореховой начинкой, выпечкой. Вот такая вот волокнистая структура у теста. Из таких обычных самых продуктов это просто превосходнейший результат. Сейчас разрезаю перед вами прям на 4 кусочка еще очень горячий кулич. И посмотрите, как превосходно он нарезается. Он вообще практически не крошится. Вот такая красивейшая у него начинка получается. Воздушнейшее тесто. Это все видно, я думаю, и на экране. Тесто просто необыкновенное получается здесь. Очень советую вот так его готовить. Очень красивый разрез у него будет. У каждого свой, естественно, уникальный разрез будет. Нарезаю при вас еще один кулич, следующий уже. Посмотрите, как вот при таком разрезе она себя ведет. Она просто мягчайшая, эта выпечка. Видите, насколько каждый кусочек эластичный получается. Очень важно, я забыла сказать, оставить остывать их все-таки в формах, потому что выпечка очень нежная, и чтобы у вас каждый кулич не повредился, его можно, конечно же, переворачивать здесь сбоку на бок, давать ему очень хорошо остыть, но это очень много труда еще потом при остывании, потому что здесь вплоть до того, что остужать его на подушках, я считаю, что ни у кого нет на это времени. Естественно, потом, когда вы будете удалять эту бумажную капсулу, у вас сама корочка немножко отслоится. И это нормально для такой выпечки. Ее можно как-то украсить будет сбоку, либо же оставить сразу в капсуле. Он и казанак потом оставляется в капсуле, в принципе, в своей прямоугольной, но вот это имейте в виду, то, что лучше им давать все-таки остывать в капсулах, вот в этих бумажных, потому что если вы их уберете, у вас, так как они все-таки очень высокие, а казанак, он поднимается очень высоко, это тесто, вот это его основание, оно может у вас сплющиваться, если вы его не будете правильно остужать без капсулы, то есть постоянно переворачивать сбоку на бок, и желательно даже на подушке. Вторая партия куличей у меня уже расстоялась. Вот этот крайний, который один стоит куличик, он плохо расстоялся. И он потом у меня сильно вот так вот вывернется при выпечке. Имейте в виду, нужно давать хорошую очень расстойку. Выпекаю также при тех же температурных условиях, которые я уже сказала ранее. Напишу вам под видео еще в описании. Итак, вторая партия куличей у меня отпеклась. Булочку я, естественно, достала раньше. Сейчас я вам разрежу вот этот кулич, который у меня развернула очень сильно так. Но я ему не дала нормальную расстойку, я уже торопилась и уже как бы здесь закрыла глаза на это. Вот сейчас я разрезаю при вас его сразу еще в горячем виде, как он будет выглядеть. То есть у него будут сильные такие полости сверху, как вы видите. Это благодаря тому, что у него не было нормальной хорошей расстойки. Вот имейте это в виду. То есть минимум 40 минут дайте им расстойку, этим куличам. Итак, здесь у меня прошла ночь. Куличи уже очень хорошо стабилизировались в формах. Я сейчас разрезаю перед вами уже полностью остывший, стабилизировавшийся кулич. Вот так выглядит выпечка уже спустя ночь, на следующий день. Превосходнейший разрез, никаких крошек при нарезании. Выпечка такая же волокнистая, такая же очень легкая, воздушная.
И, как я уже сказала, лучше оставлять все-таки их в капсулах, чтобы капсулы фиксировали вот это нежнейшее тесто, и все будет прекрасно. Очень советую печь эти куличи. Необыкновенно просто вкусная выпечка получается. В следующем видео я буду уже украшать именно эти куличи. Я покажу подробно, как сделать вот этот современный трендовый декор, который очень сейчас популярен, как его правильно сделать, как его правильно наносить, из какой глазури, из какой массы, чтобы он у вас идеально высох потом на куличе, чтобы он у вас держал форму. Все буду рассказывать и показывать в последующем видео. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео. И, конечно же, искренне всем желаю успешной пасхальной выпечки.